Всем привет! Меня зовут Юлия Шевелева, я дизайнер интерьеров. Вчера мы прилетели в Париж, и сегодня мы на выставке Maison Objet, где мы посмотрим тренды на 2019 год. Что же интересного нам подготовили в этот раз фабрики и производители аксессуаров. Что такое, интересно, выставка Maison Objet и чем же она полезна для дизайнеров интерьеров? Начну с того, что выставка проходит 2 раза в год. Это в январе в конце и в сентябре. И совершенно разные тематики представлены на этой выставке. И, на мой взгляд, интересно посещать ее и в январе, и в сентябре. Поэтому я стараюсь ездить на это мероприятие именно 2 раза в год, чтобы посмотреть, что же нового и интересного нам предлагают производители. Как же попасть на эту выставку дизайнеру интерьеров? Можно зайти на сайт выставки Maison Objet, подписаться на рассылку. И когда начинается выставка, предлагается вариант купить билет на сайте. Обязательно есть дни, когда можно купить 2 билета по цене одного. Это очень удобно, если идете вдвоем, либо с другом или знакомым. Можно за полцены. Сейчас билет на выставку стоит 70 евро. А добраться на выставку можно либо на такси, либо на станции метро РЕР, либо воспользоваться бесплатным шаттлом, который сейчас гоняет с аэропорта до выставки. Раньше он ездил из центра Парижа также до выставки, но сейчас его временно отменили, поэтому нужно смотреть также на сайте, какими способами можно будет добраться. Возможно, в следующий раз уже будут какие-то варианты по шаттлу из центра города. Важно, если вы планируете визит на выставку, вы должны знать, что выставка закрывается там, в 7 либо в 6 часов, в зависимости от дня. И, соответственно, все люди, которые находятся на выставке, они массово начинают выходить со всех павильонов. То есть надо иметь в виду, что будут очереди на поезд, на шаттлы, на такси, то есть на все эти виды транспорта будет просто огромное количество народу. И, соответственно, вам нужно понимать, либо вы немножко заранее выходите, да, чтобы успеть до основной толкучки, либо наоборот подождать час, здесь можно посидеть, перекусить в кафе, где-нибудь погулять и дождаться, пока основная толпа схлынет. Это очень важный момент, потому что время в Париже очень ценное, поэтому вот эти вот нюансы помогут вам заранее, если все спланируете, правильно организовать время. Тренд этого сезона – зеленый цвет, но не такой яркий, насыщенный, как нам предлагали в январе, более приглушенный, сдержанный. Очень многие производители фабрик его используют, предлагают нам также комбинировать обивки в велюре и рогожки мелкой. В принципе, как бы ничего нового сверхъестественного. Те же цвета, что у нас были сезоном ранее, используются, но в более каких-то сложных оттенках, новых интерпретациях. Поэтому смело смотрите, используйте цветовые решения в своих интерьерах и получите очень трендовые интересные сочетания. Сочетание различных материалов одной из тенденций в дизайне является уже на протяжении нескольких сезонов. Например, когда мы в одном интерьере сочетаем и дерево, и стекло, и камень, и элементы латуни. Все это природные натуральные материалы, которые поддерживают современную тенденцию к эко-дизайну, гармонии и единению с природой. Бежевый цвет все реже используют в интерьере, заменяя его на более сложные оттенки серого. На самом деле серый очень такой интересный цвет, то есть если к нему добавить немножко теплого или холодного оттенка, он совершенно меняет свой вид.
поэтому его можно использовать в оформлении и сочетании с другими цветами, близкими по тону. Например, к более теплому серому можно подобрать зеленый, дерево, коричневатый и получить очень сложную и интересную комбинацию цветов для своего интерьера. Еще один интересный цвет, который набирает популярность, это серый. Серый называют вообще новым бежевым, который, скажем так, заменил привычный образ бежево-коричневого интерьера. Многие полюбили серый цвет за его нейтральность, за его многообразие и то, что он может быть с какими-то более теплыми или холодными оттенками. Серый очень хорошо сочетается с различными цветами. Это могут быть какие-то яркие вставки, акценты, соответственно, черный, белый, дерево. Это тоже все очень хорошо комбинируется. Если вы не хотите какой-то яркий и насыщенный интерьер, обратите внимание на серый цвет. Он очень свежо и интересно смотрится в жилом интерьере и, скажем так, не так ярко и кричаще смотрится, если для кого-то это некомфортно. Какой же самый популярный цвет будет в 2019 году? Давайте спросим у самих представителей фабрик. One question. What the main trend in design in this year for your brand? Okay, we always mix this rustic style that we do with and change all this fabric that we select every collection, and we keep putting in modern style to mix with together with our rustic style to get the tendencies of the year. That's the main colors you choose for this collection. This year is mostly green, as you have seen in the rest of the booth, so it's all sort of very natural colors all the time. But green is one of our favorite selections this year. Okay, very nice. Thank you. Thank you. Модные тенденции в цветовом плане поддерживают не только производители мебели, но и аксессуаров и декора. Так, например, фабрика Silk.ка производит искусственные цветы, которые практически не отличить от натуральных. И неудивительно, что основателями фабрики являются голландцы. Очень интересный и чувственный минимализм у фабрики Anna Rock. Это португальский дизайн. Здесь очень чувственные линии для мебели и форм интерьера, очень лаконично подобран декор и светлые чистые цвета использованы для оформления пространства. Очень интересный стенд у G&L. Он компактный, здесь несколько стендов представлено. И очень такой показательный пример, как можно работать в маленьком пространстве с очень насыщенным цветом и яркими цветами. Все стены выполнены в тканях. Стенд сделан совместно с брендом Urgana. Давайте посмотрим, что же получилось.
Диван по форме фасолинки все никак не выйдет из моды. Его очень часто предлагают в своих экспозициях многие фабрики. Мы сейчас находимся на стенде Айхольц. Это один из моих любимых брендов, который я всегда снимаю на всех интерьерных выставках. И не зря, потому что эта фабрика трендсеттер всех модных веяний и тенденций в дизайне. На самом деле они используют очень интересно цвета в своих экспозициях. У них всегда богато украшенные стенды. И самое, что интересно, что на каждой выставке они используют что-то новое, трендовое. И обязательно какие-то передовые разработки включают новые каталоги. Фабрика очень любит создавать предметы интерьера из глянцевой хромированной трубы. Из нее могут быть выполнены стеллажи, столики, различные предметы интерьера. Смотрится она очень эффектно и нарядно в интерьере. Качество, конечно, в котором они все выполнены, достаточно аккуратно, потому что сложность работы с хромированной трубой, то что эти сварные швы, они не всегда выглядят аккуратно. У Айхольц это доведено все до совершенства, несмотря на то, что часть продукции делается в Китае, все под большим контролем. И действительно, такие вещи, они смотрятся очень интересно в любом стиле и дизайне. Здесь есть два черных кресла с графитными подушками. Смотрятся они тоже как акцент в интерьере. То есть на самом деле не стоит бояться таких цветовых решений. Можно пробовать ставить в свои интерьеры какие-то предметы в черно-белой гамме. Они нисколько не испортят интерьер. Это нейтральная палитра. И даже использование черного, например, велюра, да, оно как бы не сильно все грузит и будет смотреться очень органично. Интерьер не выглядит мрачно за счет обилия света, блестящих глянцевых поверхностей. Почему бы и нет? Но, к сожалению, поскольку такой есть стереотип по поводу черного, все-таки лучше его в каком-то аккуратном, деликатном формате использовать, чтобы не перетемнить с интерьером, но в качестве акцента монохромный интерьер очень выглядит ярко, контрастно и необычно. Еще одна новинка от фабрики. Здесь интерьер выполнен в стилизации, использованы элементы интерьера китайской стилистики. Здесь выполнены интересные столики, которые по форме напоминают такие кисточки. Очень интересные обои. В целом вся гамма тоже выдержана очень типичная для бренда. Сентябрьская выставка Maison Objet в большинстве посвящена декору. Здесь можно найти все, что угодно для оформления, дополнения интерьера, начиная там от подушек, заканчивая ароматами для дома, аксессуарами для кухни. Очень много различных предметов интерьера, которыми можно дополнить любое пространство. Это различные подсвечники, статуэтки, они выполнены либо в латуни, либо в серебре, либо какие-то цветные. Могут быть просто что-то маленькое, необычное из белой керамики. Очень популярные сейчас аксессуары с тропической тематикой, например, такие вот замечательные попугайчики. Их можно поставить в интерьер абсолютно в любом стиле. Или, например, вот такой вот морской ежик. Тоже можно его куда угодно поставить, на консоли, либо на журнальный столик. Можно один, либо в группе. Ну и, конечно, хит уже не первого сезона «Ананас». Всякие разные они бывают. Обычные скульптуры бывают как вот вазочки, можно туда что-то положить.
также прекрасный аксессуар для любого интерьера. Вот и подошла к концу выставка. Мы посмотрели павильоны, которые нас интересовали, и фабрики, с которыми мы работаем, либо нам интересны. Конечно, не все выставочные павильоны мы посмотрели, потому что большинство из них это декоры, какие-то аксессуары, ароматы для дома, кухни, кухонные аксессуары. Туда мы даже не заходили, ну так, быстро проскочили, посмотрели, что там ничего нового не меняется. Какие-то фабрики я тоже не стала снимать, потому что очень многие повторили все то же самое, что было в предыдущих сезонах, поэтому тоже на них особо внимания не заостряли. Постарались снять максимум того, что было на этой выставке интересного именно для дизайнеров интерьеров. Сентябрь – это такой блок выставок, завершающих перед Новым годом. То есть сейчас будут выставки еще в других европейских городах, посвященным текстилю, кухням, разным другим вещам. То есть плотно весь сентябрь занимают выставки. Если вам эта тема интересна, вы можете там выбрать для себя ту выставку или то мероприятие, которое вы хотели посмотреть, потому что, например, здесь на Maison Objet осенью именно большинство сосредоточено на декоре и аксессуарах. То есть, если вам это интересно, вам важны мелочи интерьерные, какие-то вещи, которыми можно оформить интерьер дополнительно, вам точно сюда, потому что здесь просто кладезь всего интересного. Создавайте прекрасные интерьеры сами или вместе с нами. Подписывайтесь на наш канал, на наш Инстаграм, ставьте лайки. Всем пока-пока, до новых обзоров. Увидимся в Лондоне!